Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на канале Вязание. Сегодня у меня будет вязовлог. В принципе, это было понятно по названию. В общем, сначала хочу показать свои небольшие процессики. Они, наверное, не особо интересны, так как это я вяжу повторы. Ну, кто смотрел предыдущий вязовлог, тот видел, что я вязала скандинавских гномиков. Ну вот, примерно так они выглядят, только еще борода. Вот, вот так вот. Конечно, без бороды смешно выглядит. А, В общем, я уже два вязала, но я их отвезла на полочку. И знаете, я тут совершенно случайно наткнулась в Инстаграме на рекламу. Рекламировался еще один подобный магазинчик, в котором можно арендовать полку. И знаете, я подумала, что декабрь месяц, возможно, ну, как бы такой самый максимально продажный месяц. Ну и, в общем, решила арендовать еще одну полочку, но уже как бы в другом районе города. Там, я бы сказала, более спальный район. Но, тем не менее, хочу вот попробовать. Я уже туда заехала, забронировала полочку, ну, там оставила предоплату. И вот до четверга мне нужно связать какие-то игрушки. Ну, возможно, я съезжу в том магазинчике, заберу половинку тигрят. Ну, а может быть, я навяжу к этому времени. Ну, в общем, посмотрим. У меня-то, в принципе, много игрушек в наличии дома. Но вот таких вот прям новогодних у меня нет. Поэтому я вот хочу связать гномиков. Один у меня практически закончен. Осталось его собрать и сделать бороду. И вот на второй я связала только ручки и ножки. Вот такой вот скучненький у меня процессик. И еще у меня появился новый дорожный процесс. Но не совсем он, конечно, дорожный. Я думала, что довяжу его побыстрее. В общем, купили дочке новую обувь. Она желтенького цвета. И никакой желтой шапочки мы не нашли. Поэтому я решила связать. Приехала в первый попавшийся магазинчик, да, с пряжей. Искала желтую пряжу. И, знаете, ничего, в принципе, не было. На удивление, оранжевая лежала, а вот желтой не было. У меня достаточно здесь большое продвижение. Ну, даже не знаю, интересно вам это или нет. Ну, все равно покажу. Все-таки я на это тратила время, вязала. Это, знаете, типа оправдание, почему у меня мало связано игрушек. Вот, чем занималась. Вяжу я здесь в 2 ниточки. И вот такие вот у меня остатки с каждого моточка остались. Взяла я 3 мотка. Ну и так как это был розничный магазин, то, ну, в общем, то, что я нашла, это была пехорка, детский каприз, теплый. Вот. Смотрите, здесь такой интересный состав. 50 шерсти, якобы мериносовой, и 50 фибры. Ну, фибра это, наверное, акрил, но на ощупь, конечно, это никакой не меринос. И, ну, не знаю. Но она не колючая. Вот. Дочке я мерила. Ну, у меня дочка, знаете, такая не особо привередливая. Я ей вязала шапочки из Lana Gold. Lana Gold Maxi. Ей вполне нормально носится. Ну, и она мне не особо много ходит по улице. Ее папа и возит, и забирает со школы. Ну, в общем, такое. Редко она у меня прям долгое время там находится на улице. Она у меня, наверное, как я, домоседка. Вот. В общем, такой вот процессик. Из вот такой вот ниточки. Петли здесь не особо ровненькие. Попадались какие-то вот такие, знаете, не то узелки, не то что-то. Ну, это я потом вовнутрь попрячу. Где-то еще был такой. Ну, уже не видно. Ну, в общем, 2 раза такая гадость попадалась. Вот.
Сейчас закончу процессики вот к четвергу и потом закончу шапку. В принципе, у нас сейчас не холодно, плюс 15. Ну, это, знаете, какие-то дни были холодно, я думаю, так, срочно нужно шапку связать. Ну, пока тепло, отложу. Ну и теперь самое такое интересненькое. Помните, я в предыдущем вязоблоге говорила, что мне подарили мастер-класс на новенькую игрушечку, которую я еще не вязала. И смотрите, какая милота. Конечно, освещение не падает на глазки. Ну, глазки у меня, знаете, здесь такие вот, как сказать, глиттерные, такие вот блестящие. Портит кадр. В общем, моя подписчица подарила мне вот такой вот мастер-класс. Вот, пока не забыла, расскажу. В общем, это мастер-класс Натальи Спиридоновой. Довольно-таки интересно у нее проходит выдача мастер-класса. То есть, в общем, целая история была. Сначала она мне написала в Инстаграм, что мне подарили мастер-класс. Потом мне нужно было перейти в контакт, там добавиться в группу. Там нужно было посмотреть видео. Потом мне прислали файлик для печати, в котором не было фотографий. Потом я посмотрела это видео. В общем, на Google диске был мастер-класс, но только первая часть. Нужно было связать голову и туловище, прислать автору. И потом мне давали ссылки на второй мастер-класс. Ну, не на мастер-класс, а на одежду для малыша. Ну, в общем, целый квест был. Но, тем не менее, игрушка мне очень понравилась. Были некоторые свои нюансы, которые, ну, скорее всего, мне, как человеку, который давно вяжет игрушки, ну, относительно давно, непонятно некоторые моменты, ну, но у каждого, знаете, свои как бы методы вязания, свои там фишечки, да, или как сказать. Вот. Данная игрушка, наверное, не совсем для новичков. Были некоторые моменты, которые, ну, надо было бы, наверное, видео добавить. Там, конечно, было видео по некоторым моментам оформления, но мне, допустим, было непонятно, как пришивать голову. Ну, знаете, я не стала заморачиваться, там спрашивать, я просто пришила своим способом, и все. Так, здесь у меня вот одежка еще есть, смотрите. Вообще у автора Натальи эта игрушка идет как интерьерная, она не игровая. То есть там многие детали просто пришиваются, приклеиваются. И одежда несъемная. В моем же случае я ее сделала максимально безопасной. Глазки у меня на безопасном креплении. Это, кстати, единственные глазки, которые, ну, подошли по размеру и были не черненькие. Хотя вот на камеру, конечно, ну, не видно, что они прям голубенькие. В жизни выглядит, конечно, красивее. Вот. И, в общем, у меня получилась как бы одежда съемная. Смотрите. Здесь вот так я вышила чубчик, потому что собиралась, ну, все так же по мастер-классу пришивать. Но сейчас не знаю, может быть, так и оставлю, а может быть еще, ну, немножко волос вышью. В общем, надо подумать. В общем, идет вот такая шапочка. Завязки я ее уже сама приделала. Ну, потому что, наверное, думаю, что будет она все-таки у меня сниматься. Но это не точно. Я до конца не решила. Здесь у меня вот ручки так торчат, потому что у меня здесь проволока. Видите? Одну ручку дергаю, и вторая тоже шевелится. Это, кстати, первая игрушка, в которую я поставила проволоку в ручки. Я уже ставила в голову, в тело, да, чтобы голова держалась. Ну вот, в ручки первый раз. И смотрите, какая шикарная шубка. Я не знаю, может быть, вы видели этого малыша в Инстаграм, либо, может быть, где-то ВКонтакте. Все-таки, ну, как бы автор довольно популярный и могли видеть. В общем, шубка шикарная.
И знаете, это я вязала из ниточки, вот которую показывала в покупочках из Фикс Прайса. Вот такая вот ниточка. Ну, кто смотрел предыдущий вязовлог, видел, что там как бы вот здесь вот инструкция и были еще спицы в наборе. 100 грамм, метраж здесь не написан, но в мастер-классе данная шубка вязалась из велюра. Вот из такой вот ниточки. И, в принципе, там я посмотрела, метраж одинаковый. Ну, плюс-минус, видите, одинаковая нитка. Вот. И я вязала из такой. Также была очень удивлена, что и тело игрушки, и вот эта вот шубка все вязалось одним крючком. То есть автор как вязал 1,5 крючком, так и, в общем, все этой 1,5-шечкой связано. Так, сейчас я одену. Так, что я еще тут сделала? Воротник убрала один ряд. Возможно, потому что у меня пряжа не велюр, поэтому, ну, воротник получился больше, чем надо. А я убрала ряд. И, знаете, вот можно было в ручках тоже убрать один ряд. Он лишний. Ну, знаете, я вот так подтягиваю, и тогда видно ручку. Так, вот. Конечно, здесь никаких пуговичек нету, потому что автор, как я уже говорила, все пришивает. И это интерьерная игрушечка. Смотрите, можно вот так вот. А можно вот, как будто бы очень холодно, снежно, ветер метет. И поднять вот сюда. Сзади вот так вот выглядит. Смотрите. Очень такая миленькая игрушка. Я пока оформляла личико, все вязала, ну, все время улыбалась. Очень мне понравилось. Хотя, знаете, вначале, когда вяжешь, думаешь, ну, какая-то ерунда. И смотрите, какая красота. Смотрите. Возможно, кто жил в советское время, наверное, им эта игрушка напомнит, как их одевали. Даже у меня была вот такая вот шапка. Правда, она у меня была черная. И, кстати, я ее в детстве очень боялась, потому что думала, что это какая-то кошка. Вот. Ну, это по рассказу моей мамы. Вот, очень не любила я эту шапку. Она, знаете, как из шубы была сшитая. А внутри подклад был такой вот холодный. Ну, не знаю, из чего он был. Но я помню, что когда одеваешь, внутри холодная. А сверху была как шубка, черненькая такая. В общем, вот такая вот малышка. Наверное, это у меня девочка. Но, знаете, я вязала из тех ниток, которые у меня были. Я уже потом начала смотреть, в общем, из какой пряжи мне связать шапочку. Там есть 3 варианта шапочки. Я поняла, что у меня нет никакого цвета, а я не хотела, ну, как бы, чтобы шапка и шуба было все одного. Ну, как-то она сливалась бы. Вот. Но потом нашла в остатках моточек у велюра. И, кстати, я потом еще хорошенечко посмотрела. У меня вот такой вот есть. Я теперь еще и мальчика смогу связать в ушанке. У меня здесь, конечно, не очень такая качественная распечатка, но вот смотрите. Вот такие вот малыши должны получиться. Получается, я вот такого пупсика уже связала. И следующего буду вот такого вязать. Я очень надеюсь, что мне хватит этого велюра. Велюр же, да? Ну да. Все путаю с вельветом. Вот. В общем, хочу мальчика. Мне очень нравится ушаночка эта, и я хотела бы связать. Ну, а насчет вот этого вот платочки не знаю. Наверное, это будет чуть-чуть потом. Там довольно-таки долго вязать этот платочек. Ну, в принципе, посмотрим. В планах, конечно, всех связать, но, знаете, я бывает вяжу-вяжу, а потом что-то мне попадается новенькое, и уже, ну, переключаюсь на что-то другое. Так что вот такие вот дела. Ну, вот даже не знаю, что мне делать с оформлением.
Вот я имею в виду с волосами. Я-то думала, что я здесь все пришью, и не совсем тут аккуратно вышивала. Хотя, в принципе, если сзади еще дошить, то, может быть, оно и ничего будет. Скажите, вы бы пришили все так, как в мастер-классе, или все-таки оставили вот такую вот игровую? Здесь, конечно, вот шуба на ручке одевается сложно, но тем не менее можно ее и снять, и одеть. Ну, даже не знаю, что мне делать. Вроде и так хорошо, как бы, ну и так неплохо. Еще автор оформляет личико, ну, раскрашивает фломастерами. У меня тоже есть фломастеры, но, знаете, я никак не могу переступить тот порог, что, ну, вот такая вот игрушечка разукрашена будет как-то. Ну, в общем, не знаю. Бровки я вот вышила, разделила ниточку Ярнард джинс, чтобы была потоньше, и вышила. Ротик, конечно, у меня такой смешной, но все равно в общем образе очень даже неплохо выглядит. Так, ага. Если сразу шубу одел, то шапка уже как-то не так. Ложится. Сразу большая становится. В общем, сюда не прилегает. Вот. Получается, надо сначала шапку одевать. Тогда она хорошо прилегает и по размеру становится. Вот. А потом уже шубу. Ну, в общем, не знаю. Напишите мне, пришить это все, чтобы оно было вот прям интерьерная игрушка и все. Чтобы поставили на полочку и была такая красота. Я думаю, еще под елочку можно поставить. Тоже будет, знаете, такие... Вот как раньше из ваты делали игрушки, такие ватные, и вот там примерно такие были пупсики всякие. Я думаю, очень похоже. Конечно, понятно, что у автора задумка была другая, но мне почему-то хочется, чтобы она снималась. Ну, тогда надо шубу, наверное, перевязать, чтобы можно было с ручек легче снять. А так, ну, сложно снимается. Можно снять, но сложно. Вот. В общем, вот такие дела. Буду ждать комментариев по поводу оформления. Вот. Конечно, наверное, вязовлог этот выйдет чуть попозже, когда я уже игрушки отнесу в магазин, но все равно будет интересно послушать, и я все равно пойму, правильно ли я сделала или нет. Вот. На сегодня это все. Больше у меня ничего не связано. Увидимся в следующем подключении. Я думаю, что к четвергу я еще побольше чего-нибудь свяжу. Конечно, возможно, будет что-то повторное, но тем не менее. А после уже начну вязать что-то новенькое. До следующего подключения. Снова всем привет! Будет у меня маленькое сейчас подключение. Собираюсь в магазинчик. И думаю, надо же снять маленький кусочек, показать, что же я сделала за это время. Сегодня у меня уже четверг. И вот такие вот у меня связались эти грядки. 3 штучки. Помните, у меня были заготовочки. Я начинала их вязать еще у мамы, когда была на прошлых выходных. Вот. И получается, одного я довязала. И 2 у меня были заготовки. Я их просто оформила и связала им шарфики. Вот такие вот малыши получились. Кстати, очень удобно, когда вяжешь сразу несколько игрушек, всех махом их оформлять. Я, знаете, такой человек, который любит одинаковое количество полосочек вышить на одинаковое количество столбиков. И вот одного вышиваешь, а потом второго просто смотришь, где ты делал вышивку, и по нему вышиваешь все остальные.
Никакой цвет я не смогла подобрать для шарфиков. Знаете, хотелось как бы новогодний такой, да, красненький. Но к этому оранжевому, ну, совсем красный не подходит. Поэтому они у меня вот такие. Носики у всех, конечно, разные, потому что, ну, немножко по-другому пришивала. И вот, знаете, не получалось так посерединке, чтобы если вот 3 вышить. Если бы вот так вышила, то он был бы немножко влево сдвинут. А у этого, допустим, вот 3 получается, выше 3, ну, на 3 столбика. Вот. И получаются вот такие вот малыши. Конечно, хотелось бы побольше, но, к сожалению, нет у меня пока есть времени. Я решила отвести, что есть, не забирать из другого магазина игрушечки. А вот, в общем, сколько есть, столько отвезу. Вот такие продвижения. Далее, помните, я показывала вот эту вот чудную малышку. Она тоже у меня поедет на полочку. Хоть мне ее и жалко, но я решила... хочу посмотреть, будет ли как бы спрос на нее, будет ли смотреть. Вот. Вот такая красотуля. И, ну, понятное дело, что я вот в предыдущем кусочке спрашивала по поводу волос и всего остального, съемной одежды. Но я показала пупсика дочке, и она сказала, что нужно по всей голове вышить. И пусть будет съемная одежка. Ну, как бы ребенок плохого не посоветует, поэтому вот такая вот вышивка у меня получилась. Конечно, на камеру кажется прям такие просветы сильные, такие реденькие. Да уж. Ну, знаете, в реальности не так это бросается в глаза. Я старалась вышивать по 2 раза в каждый столбик. Ну и знаете, хотелось, чтобы вот оно все было гладко на одной как бы величине. Не накладывать много. Ну, как я уже говорила, как я и говорила, все-таки это более интерьерная игрушка, чем игровая, поэтому, ну, чисто символически вот такие вот волосы. Как бы пусть это будет такой новорожденный ребенок, еще не очень много волос пролезло. В общем, пусть будет так. Вот такая вот красотуля. Ну вот, конечно, здесь, как я уже и говорила, по 100 раз одно и то же повторяю. Проблема в том, что нужно сначала шапочку одевать, а потом шубку, чтобы вот здесь вот все хорошо прилегало. Пуговички я никакие не буду делать. Пусть оно просто вот так вот на шарфике будет держаться. Можно было, конечно, все пришить, но, в общем, оставлю все это дело как игровая куколка. Хотя она не игровая, да? Ну да ладно, мне она очень нравится. На всякий случай оставлю вам ссылочку на автора. Вдруг вам тоже пупсик понравился. И вы сможете такого себе связать. Вот. Такая у меня работа. И я, конечно, понимаю, что я уже второе видео показываю одних и тех же гномиков. Но, знаете, они мне очень запали так в душу. Вот. И связались у меня очередные. Первого я связала вот такого вот красненького. И смотрите, как я его украсила. Он вот так вот звенит. Знаете, так приятно. Хотя не знаю, как оно будет на камере. Ну, тихонечко так шуршит. Вот. Здесь помпончик такой сделала. Ну, решила, что он подойдет вот к опушке на ручках. И вот такая вот шикарная у меня борода. Я ее начесала. В этот раз делала ее еще длиннее. Но я подумала, что я пока буду чесать, она станет короче. И, в общем, подлиннее вот эти вот полосочки отрезала, ниточки. В общем, такой шикарный. Я долго думала, как бы так украсить. Вот в прошлый раз я вышивала снежинки, да. Ну, как-то снежинки было, ну, скучно, что ли. И я вот нашла такие бубенчики. Это у меня с прошлого года оставались с бычков, с оленей. И вот они сюда хорошо пошли.
А вообще, конечно, изначально я вот здесь вот пришивала вот такую вот снежинку. Она деревянная. Я, в общем, практически пришила вот так. Смотрите, было бы очень даже красиво. Но в какой-то момент у меня вот эта вот штучка отвалилась. Вот видите, она деревянная. И просто не захотела дальше жить. Пришлось отрезать все. Я так еще старалась. Тоненькой ниточкой вот здесь пришивала, чтобы аккуратно было. Ну, как бы думаю, вот же есть отверстие, да? Значит, надо пришивать. Ну, и, в общем, красоте не пришлось быть. А так, я думаю, хорошо бы смотрелось. У меня, конечно, есть еще такие штучки, но уже не хочется пришивать. Наверное, можно было бы приклеить. Тогда бы оно, так сказать, не сломалось. Так, это первый гномик. И второй гномик вот такой вот ярко-голубой. Борода у него немножко поменьше. Ну, по сравнению с этим. Вот. Не знаю, конечно, как ее сделать вот так вот. Ну, я хотела как-то подстричь, но подумала, что я только испорчу все это дело. И здесь вот такой бубенчик, который гремит посильнее. В общем, этот позвонче у меня получился гномик. Тоже такой классный. Это я уже, получается, 4 гномика связала и ни одного себе не связала. У меня, кстати, была идея там связать такого большого, но не знаю. Сегодня у меня уже 9 число, да, получается, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, еще свяжу. Не знаю, мы еще елочку не наряжали, не готовились никаким образом к Новому году. Может быть, еще свяжу. Ну, под нашу елку такой маленький гномик, конечно, совершенно не подойдет. Хотя у меня есть маленькая елочка. Может быть, под маленькую подошел бы. Ну, не знаю. Посмотрим. Наверное, я себе тоже такого свяжу. А может быть, большого. Ну, вряд ли я большого успею. Но на следующий год я начну еще где-нибудь летом его вязать. Я нашла мастер-класс, наверное, Людмилы Орловой. Хотя могу ошибаться. Ну, в общем, да ладно. Там есть такой большой гномик. На 102 столбика в диаметре круг у него. И шапочка, ну, вот этот вот колпачок, связанный спицами. В принципе, там все так миленько смотрится. Я вот думаю его связать, но, может быть, я просто найду какие-то у себя ниточки, которые потолще, и вот просто по этой схеме свяжу. И понятное дело, что если нитка будет потолще, то и игрушка будет побольше. В общем, посмотрю, какие у меня там нитки есть. Может быть, какой-то акрил возьму в 2 ниточки. И нитки извяжу, и декорчик мне будет к Новому году. Кстати, если вдруг кому-то понравились вот такие вот гномики, я вам оставлю ссылочку на мастер-класс, где можно его найти. Только смотрите, я вот себе так распечатала. Я не вязала вот ручки, вот там пальчик такой надо связать, да, потом его привязать. Я так не делала. Я просто вывязывала здесь вот такой вот попкорн, да, или как сказать, 3 столбика с накидом в 1 петельку вывязывала. Вот. И еще такой момент, там опечатка вот в колпачке. Вот смотрите, я вязала все по схеме, все как есть, только не обращала внимания на вот эти вот последние циферки. То есть вот как написано 2 прибавка, да, так я и вязала. Только у меня, допустим, здесь получалось не 30, а 32. Потому что вот здесь вот было 24, и тут будет не 6 прибавок, там какое-то другое количество. В общем, здесь вот в какой-то момент здесь 8 у меня. Получается 4 столбика прибавка, не 6 раз, а 8. Ну, я вот так вот вязала, а на вот эти вот цифры, которые в конце получаются, не смотрела. Просто делала такие же прибавки, и вот такая вот, ну, как бы шапочка у меня получилась, колпачок. Все, в принципе, получается. Главное не обращать внимания на последние цифры. Просто в какой-то момент я там сбилась,
И думаю, посчитаю по кругу. И у меня получилось не 48 столбиков, а 56. Вот. Автор в Инстаграм вот так вот. На Toys, наверное. И... ну, не знаю, вот, наверное, мастер-класс Натальи Пережогиной. Ну, если, конечно, я правильно читаю. Ну, в общем, ссылочку оставлю. Сейчас как раз Новый год. Время таких вот новогодних игрушек. Ну, как бы, не каждый день можно такую игрушку вязать. Она не всегда востребованная. Вот. Вот такие вот дела. Больше ничего не связала. Это и все. Наверное, на этом закончу свой вязоблог, чтобы он не получался какой-то длинный. Вот. В общем, эпопея с игрушечками для полочки закончились. Я очень надеюсь, что в ближайшее время я выпущу мастер-класс на коалу. Я знаю, что многие ждут, но, знаете, сейчас как бы такое время, скорее всего, многие вяжут тигриков, оленей, там каких-то гномиков, ну, что-то новогоднее. И я не уверена, что это коала прям вот, ну, к спеху вам. Да. Ну, и мне же нужно сначала сделать то, что нужно мне. Вот. А потом уже то, что нужно для канала. Поэтому не ругайтесь, немножко подождите, все будет. Вяжите пока вместе оленей, тигряток. Вот. На этом все. Спасибо огромное всем за просмотр. Спасибо за ваши лайк, комментарии, за все огромнейшее вам спасибо. И всем пока.